тот день в воздухе городского приюта для бездомных животных витал привычный оглушающий шум, непрекращающийся лай сотен собак, эхо тяжелых шагов по холодному бетонному полу и металлический лязг закрывающихся решеток. Каждая клетка здесь была маленьким миром, полным надежды и страха. Взрослые посетители неторопливо проходили мимо вольеров, внимательно рассматривая обитателей. Большинство из них искали ухоженных, энергичных и породистых питомцев, тех, кто сразу выбегал навстречу, вилял хвостом и всеми силами пытался привлечь к себе внимание. Почти никто не задерживал взгляд на самых дальних, плохо освещенных уголках приюта. Там, в полумраке и сырости, прятались те, кому судьба отмерила больше всего испытаний. Они давно перестали верить, что дверь их клетки когда-нибудь откроется навсегда. Один из таких неприметных вольеров скрывал несчастную собаку породы питбуль. У нее не было даже имени, лишь короткий порядковый номер, выведенный маркером на табличке рядом с описанием возраста. Бедняжка находилась в ужасном состоянии. Ее тело поразила тяжелая форма демодекоза. Шерсть выпадала сухими клочьями, обнажая воспаленную, покрытую ссадинами кожу. Из носа и заплывших глаз непрерывно текли выделения, а от самого тела исходил тяжелый болезненный запах, отпугивавший даже самых сострадательных волонтеров. Собака забилась в самый дальний угол вольера, сжалась в тугой комок и непрерывно дрожала, то ли от зимнего сквозняка, то ли от глубокого, выедающего изнутри страха перед окружающим миром. Она больше не поднимала головы при звуке чужих шагов. В этот день приют посетила молодая мама вместе со своей 2-летней дочерью по имени Джи. Они пришли без четкого намерения кого-то забрасывать, а скорее, чтобы показать малышке животных и, возможно, присмотреть будущего питомца для семьи. Но судьба уже приготовила для них совершенно иной сценарий. Пока мама медленно шла вдоль рядов, рассматривая аккуратные таблички и разговаривая с сотрудником приюта, маленькая Джи уверенно шагала вперед. Дети воспринимают окружающий мир не так, как взрослые. У них нет стереотипов, предрассудков или брезгливости. Внимание малышки привлекли не пушистые играющие щенки и не статные лабрадоры, просившие лакомства. Внезапно девочка остановилась прямо напротив самого темного и тихого вольера в конце коридора. Она подошла вплотную к решетке и замерла, всматриваясь в глубину клетки. Там, среди тени, она увидела 2 испуганных глаза, смотревших на нее с глубокой тоской. Девочка протянула свою маленькую ручку сквозь прутья и пальчиком указала прямо на дрожащий силуэт питбуля. «Мама, вот это! Собачке плохо, ей нужна помощь», — произнесла Джи. Ее голос звучал удивительно твердо и одновременно полно недетской серьезности и чистого нерастраченного сострадания. Мама подошла к дочери и, честно говоря, сначала растерялась. Перед ней стояло животное, чей внешний вид мог напугать любого взрослого. Больная, неухоженная собака бойцовой породы, от которой исходил резкий запах болезни. Из всех обитателей приюта ее 2-летняя дочь выбрала именно ту, от которой большинство людей брезгливо отворачивались или поскорее проходили мимо. Но Джи не отступала. Малышка с настойчивостью, присущей только детям, начала просить работников приюта открыть замок и выпустить собаку на волю, чтобы скорее прийти ей на помощь. Сотрудники приюта с опаской отнеслись к просьбе. Они знали, в каком стрессе находится собака, и не могли гарантировать ее поведение. Однако, соблюдая меры предосторожности, они все же открыли тяжелую задвижку и попытались вывести питбуля в проход. Как только решетка откинулась, собака впала в настоящую панику. Для нее любой контакт с людьми в последнее время ассоциировался с болью, уколами или прогнавшими ее хозяевами. Бедняжка судорожно уперлась всеми 4 лапами в бетон, испуганно зажмурилась и категорически отказалась сделать даже шаг наружу.
Когда на ее шею попытались накинуть поводок, она сжалась еще сильнее, готовая защищаться от мнимой угрозы. Видя это, маленькая Джи мягко подошла ближе и аккуратно взяла поводок из рук взрослого. Произошедшее дальше удивило всех присутствующих. Двухлетняя малышка проявила невероятное, почти ангельское терпение. Она не стала силой тянуть за поводок, не кричала и не испугалась дрожащего перед ней животного. Вместо этого Джи тихо села на корточки прямо перед собакой, ласково заговорила с ней и протянула ладошку. На глазах у сотрудников приюта и мамы произошло настоящее чудо. Испуганная, забитая собака, ожидавшая удара или крика, вдруг замерла. Она принюхалась к маленькой ручке и буквально растаяла в теплых ладонях Джи. Будто почувствовав абсолютную безопасность и искреннее добро, Питбуль сделал шаг вперед, уткнулся головой в колени девочки и больше не отходил от нее ни на сантиметр. Куда бы ни направлялась маленькая Джи по коридору приюта, собака кротко и верно следовала за ней, буквально нанизывая каждый свой шаг на тонкую нить вспыхнувшего между ними доверия. Дети обладают редким даром. Они способны видеть самую суть вещей, не замечая внешних изъянов. Джи нисколько не смущали ни облезшая шерсть питбуля, ни покрытая язвами кожа, ни тяжелый запах болезни. Девочка остановилась посреди зала, достала край своего подола платья и с трогательной заботой принялась вытирать закисшие глазки и выделения с мордочки испуганного животного. Собака замерла, боясь шелохнуться, и только тихо вздыхала от непривычного чувства нежности. Джи обнимала питбуля за шею, целовала в покрытый ссадинами нос и аккуратно чесала ей животик. Девочка дарила собаке то самое тепло и безусловную любовь, которых животное, возможно, никогда не знало за всю свою нелегкую жизнь. Мама Джи стояла неподалеку и едва сдерживала слезы. В этот момент она окончательно осознала, насколько велико и великодушно сердце ее маленького ребенка. Джи раз за разом поворачивалась к маме, всплескивала руками и повторяла одну и ту же фразу. «Мамочка, собачка очень сильно заболела, ей срочно нужна наша помощь». Однако время посещения подходило к концу. Согласно строгим приютским инструкциям, перед оформлением документов или принятием окончательного решения животное необходимо было вернуть обратно в вольер. Сотрудник аккуратно завел питбуля за решетку и закрыл замок. Реакция собаки была разрывающей сердце. Лишившись единственного источника тепла в лице маленькой девочки, она снова мгновенно сжалась в комок в углу и начала непрерывно, судорожно дрожать от ужаса и отчаяния. Джи категорически отказалась уходить из приюта. Она подошла к клетке, вцепилась маленькими пальчиками в холодные железные прутья и горько заплакала. «Больная собачка, ей плохо. Мы не можем ее оставить, поехали домой!» Плакала девочка, отказываясь сделать хоть шаг к выходу. Глядя на эту невероятную эмоциональную связь и на то, как искренне ее дочь переживает за судьбу ни в чем не повинного существа, мама поняла. Уйти отсюда одни они просто не имеют права. Оставить эту собаку здесь означало бы разбить сердце своему ребенку и обречь животное на гибель. В тот же день были заполнены все необходимые анкетирования и документы на опеку. Собаке сразу же дали новое, красивое и благородное имя — Скарлетт. Переезд из мрачного приюта в светлый и уютный дом стал для Скарлетт началом совершенно новой страницы. Первые дни были непростыми. Потребовалось интенсивное лечение. Мама Джи регулярно возила Скарлетт к ветеринарам, покупала специальные лечебные шампуни, мази и дорогие медикаменты. Но главным лекарством для Скарлетт стала именно любовь. Окруженная постоянным вниманием, качественным питанием и заботой, собака начала меняться прямо на глазах. Уже через несколько недель демодикоз отступил, воспаления на коже угасли, а на месте облысевших участков начала расти густая, шелковистая и блестящая шерсть.
Из постоянного взгляда Скарлетт навсегда исчез глубинный страх, уступив место безграничной преданности. Скарлетт быстро освоилась в доме и обрела еще одного верного друга, второго семейного питомца, собаку по кличке Пеппер. Они быстро нашли общий язык, вместе играли на заднем дворе и отдыхали на мягких лежаках. Но кем бы ни окружила себя Скарлетт, главным человеком в ее жизни навсегда осталась маленькая Джи. Скарлетт стала ее настоящим хвостиком и верным телохранителем. Куда бы ни шла девочка, играть в детскую, смотреть мультфильмы или спать, Скарлетт всегда находилась рядом, не выпуская малышку из вида. Эта история стала напоминанием для всех вокруг. Истинная красота и преданность часто скрываются за внешними шрамами, а спасти чью-то жизнь иногда способно даже самое маленькое человеческое сердце. Скарлетт обрела дом благодаря двухлетней девочке, которая однажды не прошла мимо чужой боли.